Всем привет, друзья! Меня зовут Арсений, и сегодня мы поговорим о том, как найти баланс в жизни. Наша жизнь состоит из разных сфер. Семья, работа, учеба, здоровье, спорт, развлечения и так далее. Каждая сфера по-своему важна для нас, и, само собой, мы хотим преуспевать в каждой из них. Но часто получается так, что, концентрируясь на какой-то одной области, мы выпускаем из виду остальные. Самый распространенный случай – это когда люди гонятся за деньгами и забывают при этом о семье, о саморазвитии и даже о своем здоровье. Другие с головой погружаются в семью, забывая о самореализации и общении. Но гармоничная личность гармонична во всем. Так как же сбалансировать свою жизнь? На самом деле это очень просто, и каждый может это сделать в 3 шага. Шаг первый – это постановка цели. Ведь для корабля, у которого нет цели, никакой ветер не будет попутным. Да, я помню, что обещал видео на эту тему, и оно обязательно будет. Но в контексте сегодняшней темы нам пока достаточно будет просто расставить приоритеты. У каждого из нас какая-то своя уникальная жизненная ситуация, поэтому в первую очередь нужно понять, чего ты конкретно хочешь от жизни. Мы не будем рисовать всякие замороченные колеса и графики. Так как философия Нео – это революция тела, сознания и духа, давайте эти 3 направления и возьмем, как соответственно физическое, интеллектуальное и духовное. Физическое направление входит здоровье, красота, сила, выносливость, энергичность, хороший метаболизм и так далее. Интеллектуальное – это самореализация, учеба, труд, творчество, карьера, доход и так далее. И духовное – самопознание, любовь, семья, отношения с другими людьми, миссия, предназначение и прочее. Конкретные сферы могут плюс-минус отличаться, но я думаю, идея понятна. Исходя из этой схемы, определи для себя, в каком направлении ты преуспеваешь, а какое нужно подтянуть. И поставь конкретные цели, актуальные для тебя прямо сейчас. А теперь поставь на паузу, хорошенько подумай и выпиши на листочек свои цели. Это важно. Я серьезно. Или хотя бы запиши куда-нибудь. Следующий шаг – это определение действий. Дело в том, что какие бы хорошие и замечательные не были цели, твоя жизнь начнет меняться только когда ты начнешь действовать. Например, возьмем здоровье. Здоровье нужно абсолютно всем, вне зависимости от жизненной ситуации. Здоровье – это цель. Какие действия могут привести к этой цели? Например, зарядка, йога, растяжка, тренировки, правильное питание и так далее. Это уже кому что нравится. А теперь по такому же принципу проведи стрелочку к каждой из своих целей и определи конкретные действия, ведущие к этим целям. И, соответственно, начни действовать. Только не абы как, а систематично и регулярно. И здесь важно понимать, что развитие, какое бы оно ни было, физическое, интеллектуальное или духовное, не имеет предела. Развитие невозможно закончить, как школу или институт, например. Это я к тому, что действия, которые ведут к целям, нужно делать постоянно. И лучше всего, если эти действия войдут в привычку. Для этого просто выполняй их в одно и то же время каждый день. Через какое-то время это войдет в привычку, и тебе больше не придется задумываться о жизненном балансе. Жизненный баланс станет твоей привычкой. Это реально работает. Мой день, например, выглядит примерно так. Утро по большей части я посвящаю телу. Я просыпаюсь, умываюсь, делаю йогу, медитирую, потом делаю зарядку и тренировку. Днем я в основном занимаюсь творчеством по каналу. Написание сценариев, запись и монтаж видео. Сейчас на это уходит большая часть моего дня. Но также я занимаюсь и другими проектами или решаю какие-то бытовые задачи. И вечер я стараюсь проводить с семьей, с родными, читаю книги и опять же медитирую. Причем интеллектуальное и духовное иногда плавает, то есть бывает один день я посвящаю только семье, а другой только каналу. Но физическое развитие присутствует каждый день, потому что, я еще раз подчеркиваю, физическое развитие, здоровье, энергичность и хорошее самочувствие нужно абсолютно всем, кем бы вы ни были и чем бы вы ни занимались. Вот такой у меня шаблон, если хотите. Конечно, я не робот, а жизнь есть жизнь.
И иногда спонтанность настоящего момента разносит вдребезги весь мой график. Но в целом я вообще не думаю, как успевать все, потому что для меня привычно уделять определенное время каждой из сфер жизни, важных для меня. Подводя итог, хочу сказать, что баланс – это вещь очень индивидуальная, и он у каждого свой. Но выполнив эти 3 простых шага, каждый из вас наверняка лучше узнает себя и поймет, в каком направлении и как ему двигаться дальше по жизни. Поэтому ставьте цели, определяйте нужные действия и действуйте, друзья. Скользите по жизни с удовольствием, будьте здоровы. Всем мир!